Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Жив-здоров, лежу в больнице, сыт по горло, жрать хочу. Приезжайте ко мне в гости, я вас видеть не хочу. Вы, конечно, помните куски серой ткани, залежи которой мне пришлось разбирать. Из них накроила квадратов 12 на 12 сантиметров, 16 штук. А выкройка самая простая – клинышек. Проводим диагональ, по обе стороны от угла откладываем по 3,5 сантиметров и соединяем эти точки с противоположным углом. После этого с лицевой стороны квадратов рисуем засечки, а при раскрое цветных тканей нам не нужен точный крой. Делайте примерно 3-4 сантиметра ширины. Кстати, если у вас остались узкие небольшие полоски от предыдущих проектов, самое время их использовать и дать им вторую жизнь. Ткани можно брать самые разные, но для такого способа пошива очень хорошо подходят тонкие подкладочные ткани. Шелковый блеск и невесомость – как раз то, что нужно. А если учесть, что серые ткани – это костюмная ткань, которая еще и стрейч, сильно тянется, то недостатки одной ткани будем компенсировать достоинствами другой. Готовим к работе нашу швейно-вышивальную машинку Юника 1500 от фирмы Effective. Пришиваем первую цветную полоску. Длинный край подворачиваем, прикладываем к квадрату заготовки, совмещая нарисованные линии и угол квадрата, и прошиваем. В начале и в конце каждой строчки обязательно закрепляем. Нитки не обрываем, шьем сразу гирляндой. Такие полоски нашиваем с двух сторон по намеченным линиям. Немного похоже на латинскую букву V. Такая галочка. Цвет полосок можете взять на свой вкус, произвольно. Но я просчитала узор, который я хочу получить, и поэтому отшиваю строго определенное количество блоков с нужным сочетанием цветов. После того, как нашили первый ряд, сразу же можно подравнивать и обрезать выступающие края. Второй ряд цветных полосок нашиваем уже по-другому. Прикладываем лицом к лицу и прокладываем строчку. Нитки не обрываем. Если позволяет длина полосок, то пришиваем сразу несколько деталей. Экономим нитки, ткань и время. Конечно же, помним про утюг. Тщательно разглаживаем все детали, а уже после этого подравниваем и убираем лишнее. Вы видите, у нас остались еще не закрытые уголочки. Куда деваться? Нашиваем третий ряд полосок. И уже привычная нам процедура работа утюгом и выравнивание заготовок. Помним про то, что темные ткани были стрейч, они немного тянулись. И в процессе шитья заготовки могли деформироваться и растянуться. Здесь надо запастись терпением и тщательно все вымерить. Потому что от этого будет зависеть точность стыковок. Занимайте места согласно купленным билетам. Выкладываем нужный узор. Я только полоски первого ряда нашивала в нужной мне последовательности. Все остальное как получится. Это называется метод научного тыка. Кто не знает, тык – это знаменитый древнерусский ученый-самоучка. Его методом пользуются до сих пор. А мне хотелось именно такого цветового сочетания. Внутри бирюзовая восточная звезда, окаймленная красным сиянием. Но это не единственный вариант. Из этого сочетания цветных блоков можно получить и другой узор. Уже красную сияющую звезду, кристалл с бирюзовым отблеском. Но отшивать будем бирюзовую звезду.
Детали будем соединять самым простым и эргономичным способом. Сшивать все вертикальными рядами. Сначала первый и второй ряд, потом третий и четвертый, а потом будем соединять все в одно полотно. Отдалась работе. Раньше думала, что за деньги. Смотрю на зарплату и вижу, что нет. По любви. Очень хорошо, что заготовку собирала на съемной столешнице, которую сделала сама из кусков ламината. Ее можно легко сдвинуть и освободить место для швейной машинки. При работе за швейной машинкой нитки не обрываем, собираем все гирляндой, экономим время и нитки. Обязательно все швы закрепляем. Все полотно держится на соединительных строчках. А сейчас надо обязательно все проутюжить, потому что если этого не сделать сейчас, потом к этим швам будет не подобраться. Швы толстенькие, их будем заутюживать следующим образом. В первом ряду на себя, в следующем от себя, так, чтобы при соединении швы образовывали замочек. А теперь остается только прошить полотно горизонтально. После этого опять тщательно работаем утюгом. Помним, что в работе у нас были ткани, не предназначенные для лоскутного шитья. Это не послушный хлопок, а ткани с добавлением синтетики. С ними работать гораздо сложнее, и тем интереснее достигнутый результат. Посмотрите, как эффектно они смотрятся вместе. Представляете, если сделать большое полотно именно с таким рисунком, но эти блоки отшиваю по мере накопления материала. И посмотрите, какие еще варианты блоков на серой ткани уже готовы. Поэтому пока шью про запас. Готовлю стратегический запас НЛО, незаконченных лоскутных объектов. Помните, ничто так не помогает по хозяйству, как отключенный интернет. Вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!